Уважаемые участники конференции, мы сегодня отмечаем памятную годовщину нашей общей истории. 80 лет назад, в этот день календаря, первый северный конвой «Дервиш» прибыл в порт Архангельска со стратегически важными грузами для нужд Красной Армии. Военные моряки стран-союзников проявили истинный героизм, направляя помощь по кратчайшему маршруту в суровых арктических условиях под вражеским огнем. Тем самым в тяжелейшие для СССР первые месяцы войны союзники внесли значительный вклад в борьбу Советского Союза против нацистской Германии. Мужество, отвага и сила духа наших народов являются ярким примером братства по оружию и взаимовыручки, сплотивших наши страны против немецких фашистов. Эти славные страницы навсегда вписаны в историю наших общих побед. Мы чтим память участников конвоев. На территории Соединенного Королевства, как и в России, есть памятники, посвященные тем, кто принимал участие в этих сложнейших операциях. Они на самом севере Шотландии. Один монумент установлен британскими ветеранами на берегу залива Лох-Ю, в котором к выходу в море готовился транспортный караван. Другой мемориал, возведенный совместными российскими и британскими усилиями, находится на берегу бухты Скапа-Флоу, являвшейся в годы войны базой для кораблей военно-морского флота. Наши дипломаты каждый год проводят памятные мероприятия у этих памятников. Я был в Лох-Ю в мае этого года и положил цветы у мемориала. Недавно в Ливерпуле проводились мероприятия по случаю 80-й годовщины отправления конвоя «Дервиш». Разговаривал с двумя британскими ветеранами Королевской военно-морских сил. Им за 90 лет. Мы отдаем дань уважения всем участникам этих опасных операций, в том числе тем, кто не вернулся из арктических походов в годы войны или, дойдя до победы, не дожил до сегодняшнего дня. Печальная правда заключается в том, что участников тех событий становится все меньше. 2 недели назад мы были на траурных мероприятиях в связи с кончиной летчика 151-го авиаполка Королевских ВВС Эрика Картера, который прибыл в Архангельск в составе конвоя «Дервиш». Это было грустное событие, но оно позволило увидеть, каким уважением пользовался ветеран, как ценились британцами его военные заслуги, в том числе в совместных с нашей страной операциях. Тем более важно для нас поддерживать связь с ныне живущими участниками тех событий. На протяжении многих лет мы проводили беседы и семинары, приглашали ветеранов на мероприятия в посольстве в Лондоне и генконсульстве в Эдинбурге. Прекрасным поводом для встреч является почетная миссия по передаче им российских наград. Мы вручали участникам конвоев государственные награды за личное мужество и отвагу. Это медаль Ушакова. И буквально в июне этого года еще одна такая медаль нашла здесь своего героя. Ветераны арктических конвоев получают и юбилейные награды. В прошлом году, несмотря на пандемию, более 500 британцев получили медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Это дает нам возможность подчеркнуть, что подвиг ветеранов не забыт, и в то же время обратиться к их мудрости и опыту, услышать ценные советы от людей, которые через столько прошли. Должен сказать, что они сохраняют очень теплое отношение к нашей стране и к нашему народу, верят в важность добрых отношений между Россией и Великобританией. Очень надеюсь, что участники вашей конференции обращаются не только к ценнейшим архивным документам, но и к воспоминаниям тех, кто принимал личное участие в тех суровых походах. К слову, рад сообщить, что мы рассказали о конференции в Архангельске летчику упомянутого 151-го авиаполка Вику Бошфорду. Он прибыл в СССР в августе 1941 года. Рассказали и Дэвиду Крейгу, моряку торгового флота, который провел в Молотовске, ныне Северодвинске, несколько месяцев в 1943 году. Оба ветерана неоднократно были в нашей стране после войны и в 2016 году принимали участие в Архангельске и Санкт-Петербурге в мероприятиях, посвященных 75-летию Дервиша. Они рады новостям и шлют участникам вашей конференции свои наилучшие пожелания. Остается только сказать, что я к ним в этом искренне присоединяюсь и благодарю вас за внимание. Спасибо.